Дорогие рукодельницы, для вязания узора я выбрала достаточно толстую полушерстяную нитку и крючок номер 6. Но вы также можете вязать из хлопковой пряжи, подобрав крючок по толщине нити. Итак, для начала вязания вначале набираю цепочку воздушных петель. Раппорт узора составляет 4 петли плюс 1 для завершения ряда. Я наберу 28 плюс 1, всего 29 воздушных петель и плюс 1 петля подъема. То есть всего набираю цепочку 30 воздушных петель. Итак, я набрала цепочку 30 воздушных петель. Уже набрала, считайте, 30 петля, это петля подъема для начала вязания первого ряда. И получается, эту петельку пропускаю, в следующую ввожу крючок и провязываю столбик без накида. И вяжу 29 столбиков без накида, первый ряд. Первый ряд это изнаночный ряд, то есть он идет по изнанке. И со второго ряда уже начинаем формировать рельефный узор. Итак, я провязала ряд столбиков без накида. Теперь поворачиваю вязание и начинаю второй ряд. Второй ряд начинаем с 3 воздушных петель подъема. Далее на крючок делаю 2 накида и ввожу крючок вот за ножку самого первого столбика без накида и провязываю как рельефный столбик с 2 накидами. Далее вновь делаю 2 накида после рельефного столбика. Теперь смотрите, по ряду пропускаем 2 столбика без накида и за ножку 3 столбика без накида впереди работы вводим крючок и провязываем рельефный столбик с 2 накидами. После делаем 1 воздушную петлю, вновь набираем на крючок 2 накида. И теперь впереди вязания также заводим крючок, только вот здесь пропущенные 2 столбика без накида, за ножку вот первого пропущенного заводим крючок и провязываем столбик, рельефный столбик с 2 накидами. И на этом первый раппорт узора завершен. Далее повторяем, делаем на крючок 2 накида. Вводим крючок, вот здесь мы на ножке столбика провязали рельефный столбик с 2 накидами, на ножке следующего столбика вяжем рельефный столбик с 2 накидами. Вновь делаем 2 накида. Здесь пропускаем 2 столбика и за ножку 3 столбика заводим крючок, провязываем рельефный столбик с 2 накидами, 1 воздушная петля. Делаем 2 накида и за ножку первого пропущенного столбика заводим крючок, провязываем рельефный столбик с 2 накидами. И вот мы выполнили уже второе повторение. То есть 1 вертикальный столбик и 2 перекрещенных рельефных столбика. Итак, повторяем. Рельефный столбик с 2 накидами на ножке столбика без накида. Делаем 2 накида, пропускаем 2 столбика на ножке 3 столбика без накида, рельефный столбик с 2 накидами, 1 воздушная петля, делаем 2 накида и на ножке первого пропущенного столбика без накида рельефный столбик с 2 накидами. И повторяем раппорт. Рельефный столбик с 2 накидами вертикальный и далее перекрещенные 2 рельефных столбика, 1 на ножке 3 столбика, 1 воздушная петля и на ножке первого пропущенного тоже рельефный столбик с 2 накидами. Итак, провязываю до конца ряда. Провязав последнее повторение после 2 перекрещенных столбиков, выполняем рельефный столбик с 2 накидами на ножке последнего столбика без накида в конце ряда. То есть в конце ряда 1 вертикальный рельефный столбик. Далее начинаем вязать
третий ряд, поворачиваем вязание, 1 воздушная петля подъема, далее провязываем на вершинах столбиков столбик без накида. Здесь идет в начале 2 столбика без накида, затем между двумя перекрещенными столбиками вводим крючок, и вот на арочке 1 воздушная петля, тоже столбик без накида. Далее получается 3 столбика без накида из вершин рельефных столбиков и 1 столбик без накида между перекрещенными столбиками. Итак, провязываем ряд столбиков без накида. Все нечетные ряды будут провязываться таким образом, столбиками без накида. Я закончила вязать третий ряд, провязала в третьем ряду тоже количество столбиков без накида, что и в первом ряду. И начинаю вязать четвертый ряд с 3 воздушных петель подъема. И далее вяжем рельефные столбики. Делаем на крючок 2 накида и вначале провязываем рельефный столбик с 2 накидами. На ножке рельефного столбика с 2 накидами получается на ряд ниже заводим крючок и провязываем рельефный столбик с 2 накидами. Далее выполняем перекрещивание столбиков. Вначале делаем 2 накида и вводим крючок, смотрите, вот в вершину рельефного столбика без накида второго, который идет как бы с направлением влево, в левую сторону с наклоном. Провязываем рельефный столбик с 2 накидами, далее 1 воздушная петля, и смотрите, второй рельефный столбик вяжем немножко по-другому. Его нужно провязать за первым рельефным столбиком, то есть заводим крючок за ножку провязанного столбика, и мы должны ввести крючок вот в вершину вот этого первого перекрещенного столбика. Так, еще раз показываю. 2 накида, заводим крючок за, и вот она вершина, вкалываем крючок и провязываем рельефный столбик с 2 накидами. И у нас идет перекрещивание в другую сторону. Далее повторяем раппорт. 2 накида. В начале вертикальный рельефный столбик на ножке рельефного столбика на ряд ниже, столбик с 2 накидами. И далее делаем перекрещивание. 2 накида, заводим крючок за вершину второго перекрещенного столбика, провязываем рельефный столбик с 2 накидами, 1 воздушная петля, делаем 2 накида, заводим крючок за ножку и за вершину первого перекрещенного столбика и провязываем рельефный столбик с 2 накидами. И здесь у нас перекрещивание идет в другом направлении. И повторяем рельефный столбик с 2 накидами на ножке рельефного столбика на ряд ниже и перекрещиваем 2 столбика. На вершине второго рельефного столбика рельефный столбик с 2 накидами, 1 воздушная петля, 2 накида, и здесь заводим за рельефный столбик провязанный, и на вершине первого рельефного столбика выполняем второй рельефный столбик. Итак, повторяем до конца ряда раппорт. Заканчиваю ряд. После последнего перекрещивания столбиков выполняю рельефный столбик с 2 накидами на ножке столбика на ряд ниже. И далее поворачиваю вязание, 1 воздушная петля, и вяжу ряд столбиков без накида. На вершинах рельефных столбиков провязываю столбики без накида, между перекрещенными столбиками
завожу крючок и провязываю тоже столбик без накида. Провязав ряд столбиков без накида, 6-й ряд мы вяжем по сути точно так же, как и 2-й ряд с рельефными столбиками. Только здесь мы вязали на столбиках без накида рельефные столбики, а далее будем вязать на ножках рельефных столбиков. И провязываю в начале 3 воздушные петли. Первым идет вертикальный рельефный столбик с 2 накидами на ножки столбика предыдущего ряда, рельеф с рельефными столбиками, и далее выполняем перекрещивание столбиков. И здесь мы перекрещивание выполняем вот как мы выполняли во 2-м ряду. Но здесь заводим крючок вот за вершину вот 2-го рельефного столбика, провязываем столбик с 2 накидами, 1 воздушная петля, и здесь впереди вязания перекрещиваем и за ножку вот 1-го перекрещенного рельефного столбика на ряд ниже заводим крючок и провязываем 2-й рельефный столбик с 2 накидами. И здесь у нас идет перекрещивание с направлением столбика влево. И так повторяем. В начале столбик рельефный с 2 накидами на ножки столбика на ряд ниже и перекрещиваем. Заводим крючок тут за вершину рельефного столбика, провязываем сначала 1 воздушная петля и затем 2-й рельефный столбик здесь идет впереди вязания или впереди предыдущего рельефного столбика. Провязываем этот ряд, повторяя раппорт. В конце тоже рельефный столбик с 2 накидами. Далее ряд 7 столбики без накида. И 8-й ряд мы вяжем точно так же, как 4-й ряд, перекрещивая столбики уже с другим направлением, чтобы направление столбиков рельефных было вправо. Сейчас я провяжу узор на большую высоту и покажу вам образец. Итак, дорогие рукодельницы, я связала образец, повторив раппорт узора в высоту 3 раза. И посмотрите, какой интересный объемный узор получился. Узор напоминает резинку, его можно использовать в качестве отделки как для обвязки манжет, низа изделия. Также можно вязать из этого узора какой-нибудь пышный кардиган или пальто. Также этот узор отлично подойдет для вязания снуда или шарфа. Кстати, обратная сторона у него тоже вот такая пышная, объемная, с горизонтальными вот такими дорожками. И поэтому узор такой толстенький, получается пышный и объемный. Возьмите его себе на заметку для вязания интересных вещей. Дорогие друзья, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание.